Здравствуйте! Добро пожаловать на канал About Animals. Коробка находилась в аэропорту целую неделю, но никто из сотрудников не удосужился заглянуть в щель. На этой странной коробке не было ничего, ни маркировки, ни инструкции, ни указания ее содержимого. Грузовой самолет доставил ее в Бейрут, Ливан, и она, ожидая дальнейшей пересадки, простояла в стороне целую неделю. Место отправки – Украина, пункт назначения – Сирия. В конце концов, один из работников аэропорта случайно заглянул в отверстие возле крышки и чуть не упал прямо на месте. Внутри, в этой деревянной тюрьме высотой всего 40 сантиметров, лежали 3 живых сибирских тигренка. Человек сообщил в зоозащитную организацию Animals Lab NN, и они прибыли незамедлительно. Коробку открыли. 3 четырехмесячных малыша лежали среди кала и мочи, голодные и обессиленные. Сотни паразитов ползали по шкуркам, а подушечки лап потрескались и покраснели от воздействия нечистот. При транспортировке тигрят в лечебницу они не могли даже подняться, ничто не указывало, что коробка содержала живых существ, не было никаких подробностей от грузоотправителя или получателя. Рассказали в соцсетях представители АЛ. И это при том, что сибирские тигры – особо ценный и исчезающий вид. Удалось выяснить, что тигрята были отправлены украинским зоопарком, находящимся в городе Николаеве. Маленьких хищников продали зоопарку города Дамаска. Защитники животных не смогли остаться равнодушными к судьбе тигрят, они решили искать поддержки в суде. Представители Animals Lab NN считают, что малышей нужно оставить в Бейруте, там они пройдут реабилитацию. Мы предоставили документы, говорят они. Эти малыши были не единственными. С 2012 года их мать родила по крайней мере 12 детенышей. 9 из них уехали в неизвестном направлении частным покупателям в суд, понимая, что животные умерли бы без помощи АЛ, временно разрешили конфисковать тигрят. Однако продавец и покупатель животных усиленно борются за право забрать свой груз назад. 2 сестрички и их маленький брат немного освоились в новой обстановке, у них появился даже свой собственный двор для игр. Тигрята были безымянными, отправители коробки всего лишь присвоили им коды из чисел. Теперь же маленькие шалуны получили простые имена. Их назвали Майей, Таней и Антоном. Тигрята немного оправились от тяжелого путешествия, стали показывать характер. Майя смелая и любознательная, Таня ее надежная помощница, которая всюду сопровождает свою сестренку. Антон стеснительный и доброжелательный, немного ленивый. Он смотрит на окружающих со страхом. Теперь малышам остается только ждать, что скажет суд. Такие котята на черном рынке могут стоить десятки тысяч долларов, поэтому их хозяева будут бороться за них до конца, а мы же будем надеяться, что эта история закончится счастливо, прежде всего, для маленьких славянских тигрят. Их мордочки уже стали улыбаться, и они ступили на путь доверия людям, так пусть же вся их дальнейшая жизнь сложится под знаком доброты. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.